Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, ну и таро расклад. Что случится, что произойдет, события и, возможно, неожиданности в ближайшее время. Что ждет вас, мои дорогие Весы, с 1 по 10 июня? Возможно, этот срок сдвинется. Не обязательно это будет по 10. Первые дни июня, если берем астрологию, то они как раз могут начинаться спокойно. Ну, наверное, вторая половина, а может быть, это у кого-то и пораньше. Вот там как-то все пойдет веселее, а может быть, и непредсказуемо. Ладно, первая колода, 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Вот давайте 3 знака, 3 карты достанем. Какие двери открыты буквально, с радостью перед вами. Где вам, может быть, легче будет осуществлять задуманное, ну, а где придется быть осторожнее, да? Что-то придется предусмотреть. Итак, 3 карты раскроем. Будущее, предвосхитим события, скажем так. Что ждет вас? Что скоро случится, произойдет? Или, может быть, переключить внимание вам на что-то придется? Как-то по-особенному пойдут события, к чему приготовиться, да, вот так вот в целом. Для этого мы смотрим расклады. И на второй колоде мы с вами спросим, что вас удивит. Вот какова сама по себе неожиданность. С кем или с чем будут вот эти неожиданности связаны, ну и что, возможно, прояснится. Соответственно, к чему же это все придет, да? Или как это будет развиваться в течение июня. И что будет меняться? Какие произойдут перемены, в чем? Что ждет в личной жизни, взаимоотношения в целом? Ну и денежки. Таро на деньги, достанем такую карту и узнаем по финансам, что ждет вас с 1 по 10 июня. Итак, первый знак судьбы. Первая карта и первая подсказка. О чем? Влюбленные. У кого-то личная жизнь. Буквально так. Но ведь это карта выбора. Поэтому, может быть, тут и выбор по личной жизни, но не исключаю, это может быть любой вопрос. У кого-то связанный с документами, у кого-то важное решение по работе. Давайте немножко раскроем этот вопрос, чтобы понимать. Хотя старший аркан будет говорить, что у каждого по-разному. Хоть нас и объединяет один знак зодиака, но судьба у каждого разная, правда? Но все же, с чем этот выбор связан? Ух ты! Карта мага. 2 старших аркана. Тут на кону что-то очень важное. Маг – это великий практик. Это не про иллюзии и не про магию. Это про то, что вы должны сделать буквально сами. Вам к этому дают сейчас большие возможности. 2 старших аркана. Тут что-то работает на вас. Ну, согласитесь, это как аура, подходящий момент. Или как-то как стечение обстоятельств. Но ведь и от вас тут вот как-то... Придется, возможно, пересмотреть методы, потому что маг. Вообще, должна сказать, на некоторых картах, на некоторых колодах карта мага соответствует Меркурию или 2 знакам зодиака, Близнецы и Дева. То есть, по сути, это 2 знака, которые управляются Меркурием. Может быть, буквально у кого-то совпадет человек, рожденный под одним из этих знаков или имеющий там асцендент. Но это может быть как и ваш контакт, в какой-то сложной ситуации или со сложным человеком. Ну, так и вам тут нечего тушеваться, потому что у вас такие же энергии. Даже какие-то очень сложные вопросы могут быть решены, но с каким-то другим тонким подходом. А что это такое? Очень интересно. Все же нам тут говорят, либо это правда, история, 6 кубков, вообще 6 всегда победа. Поэтому, да еще с картой мага, у вас какие-то волшебные возможности. Договориться, конечно, в первую очередь. Договариваться придется. Аркан влюбленная. Сепарация только иллюзия. Всегда говорит об этом. Но эта карта нам еще и говорит о том, что, скорее всего, это будет какой-то человек, которого вы очень хорошо знаете. У кого-то может совпасть даже, к примеру, с отношениями, которые длились какое-то время, а потом либо люди разъехались, либо отношения встали на паузу. Или это могут быть вопросы, связанные с далеким родством. Может быть, даже у кого-то это будет как наследство. Ну, мы все тут разные, да? Но явно есть, может быть, или была какая-то заминка,
А вот здесь теперь нужно как-то очень правильно вам саму конфигурацию разговора построить, потому что что-то важное будет стоять на кону. Может быть, это и группа людей, я этого тоже не исключаю. Или пусть вопросы по работе. Но, видимо, ваша дипломатия, вы короли дипломатии. Вот в данном случае по отношению к вам самим нужно что-то употребить в максимальном каком-то эквиваленте, опять же, с пользой для вас. Ладно, давайте откроем второй знак судьбы. Ну, точно маг-волшебник. Посмотрите, вот здесь маг-волшебник открывает двери. Он как будто знает кодовое слово. Или он знает, какие пассы нужно этой двери или перед этой дверью провести, чтобы эта дверь открылась. Вот все в ваших руках, мои дорогие. Недаром туз жезлов – это карта шанса, это возможности, но иногда получение какой-то информации, бумаги, документа, возможность подписать этот документ, встретиться, важные переговоры или важные встречи. Ваше решение однозначно какое-то должно последовать. С чем это связано? Ну, у нас со старших арканов сегодня для весов начинаются расклад. Вот правда, июнь, какая-то перезагрузка. Ну, посмотрите, здесь нам показан человек, которому вот толпа рукоплещет. Это и ваша популярность. Это ваше, ну, как признание ваших заслуг. Безусловно, это карта успеха, карта колесницы. Для кого-то может быть даже банально, да, если перейдем к нашей земной жизни. Иногда это вопросы транспорта, вопросы, когда нужно именно с автомобилем, средства передвижения. Может быть, для кого-то вопросы переезда, встречи, планируемой поездки. Или когда вам нужно оказаться в каком-то месте, названном в определенное время. Тоже вы что-то можете планировать. По этой карте точно так же, если мы говорим успех, то это сама по себе возможность построить карьеру. Или, может быть, как новое пусть начинание какое-то, да, или недавно вы что-то начали. И здесь тоже это карта прогресса. Вот прогресс по всем статьям, по всем делам, нечего добавить. Ну ладно, третий знак судьбы для весов. Ну, что, должна же быть какая-то ложка дегтя в бочке с медом. Вот она. Иногда это карта и усталости, четверка кубков, иногда карта апатии. Есть колода «Времена года». Эта карта называется «Бесконечный дождь». Ну вот здесь мы говорим открытые двери или закрытые. Да нет перед вами закрытых дверей. И в этой карте тут ведь тоже дверь открыта. Но человек сам не стремится выйти. Он как будто сидит и вот смотрит телевизор. То есть, по сути дела, человек ориентируется на ту информацию, он не видит ничего. Он в темной мрачной комнате. И вот то, что ему транслируют, ну, он принимает просто это на веру. Конечно, тут может быть какое-то сложное такое эмоциональное состояние, когда нам или что-то надоело, или когда ничего не меняется. Вот эти серые будни, которые, ну, как-то очень одинаково. Какая-то рутина, мои дорогие, это есть. Но может быть и буквально какое-то бездействие. Все-таки бездействие идет. Как будто ничто не мешает ведь встать, да? Но человек явно подзастрял. Или вы устали. Что это такое? С чем это связано? Хватит сидеть, говорят. Лабиринт закончился. Используй момент. Лабиринт нам буквально здесь показан. Я так и называю часто эту карту. Выход из лабиринта. Выход из путаницы. Может быть, это вы хотели решить какой-то вопрос. И как стучались в разные двери, думая, что там двери. А там стены были. Там эти двери никак не могли открыться, ну, в принципе, потому что их там не было. И вот теперь какая-то сложная ситуация у вас стремится к завершению. Кстати, правда, тут можете получить какую-то важную бумагу, известие, когда вам придется действовать. Так это необходимо еще и по финансам. Может быть, это ситуация личной жизни или конкретный денег. Девятка пентаклей. Да тут рост вашего благополучия, благосостояния. Но я должна сказать, астрологически в июне месяце у нас очень хорошая конфигурация по Венере и по Юпитеру. Венера – это ваша планета-управитель. И называют ее Венера планета малого счастья. Это вот все то, что относится к благополучию. Да? Тут и любовь, тут и вопросы дома, и эмпатии, и наших близких, и чувства наши, ну и деньги, понятно, по Венере. Это тоже предусмотрено. То есть вот все вот эти радости земные. А по Юпитеру это что-то более глобальное, это большое счастье. Поэтому у вас тут могут быть как соединения, конфигурации того, что лично вам, по вашей личной жизни, по вашей личности
хотелось бы осуществить. Но и какая-то аура внешняя. Может быть, это через решение даже некоторых персон. Ситуация меняется, у людей меняется. И это каким-то образом может оказывать влияние на вас. Или обстановка, обстоятельства меняются. Поэтому тут действительно вам что-то нужно будет сложить в красивый узор. Но как вот вы этим воспользуетесь? Как будто возможностей много. Нет ограничений. Посмотрите, какие нужно двери вы сами откроете. И даже закрытые двери, если они для кого-то, да, кажутся закрытыми, то вы, как это кодовое слово, точно знаете. Что вас удивит? Что, в принципе, может для вас стать неожиданностью? А тут какой-то экзамен. Иногда это как экзамен по судьбе. Или, опять же, судьбоносные события. Я не исключаю, кстати, кому-то придется, может быть, вопрос по финансам решать, потому как даже по финансам то, что связано с документами. К примеру, даже если у нас по недвижимости, да, какие-то документы, бумаги мы подписываем, в конечном итоге мы тоже можем, серьезный вопрос свести к финансам. Иерофант или верховный жрец нищий не бывает, поэтому по этой карте даже финансовые дела можно уладить более чем красиво. И это всегда, знаете, очень похоже по своей структуре, эта карта на императора. То есть это именно какая-то организация, это какая-то ступенчатость иерархии, это и менталитет, в котором мы находимся, или это то, как принято. Принято по закону, или принято в обществе. Вот здесь что-то нужно действительно сложить в красивый узор. Может быть, для кого-то буквально иногда эта карта свидетельствует как ученик и учитель. Вполне вероятно, это вы будете для кого-то учителем, особенно если ваша работа, ваш труд связан именно с просвещением. Но и вы можете обучаться какому-то новому делу. Или когда вам необходимо будет много совершить путешествий по офисам, по каким-то должностным лицам. С кем-то вам придется договариваться, входить в разные двери, и вы войдете, мои дорогие, это точно. Вам судьба дает шанс, чтобы был праздник. Нечего добавить. С кем или с чем будут связаны эти неожиданности? Королева кубков. С кем-то из близких. Или с каким-то человеком, который вам уже знаком. Я не исключаю, не будем рассматривать карту по полу, что королева. Может быть, это и мужчина, не обязательно девушка, женщина. Но для кого-то проиграется как знак зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Опять же, девятка пентаклей. Вот в моих раскладах, да в разных колодах, когда две карты встречаются, это уже сам по себе знак судьбы. Правда, тут на деньги какая-то красивая либо траектория. Даже если у вас сложная сейчас задача, то вы можете договориться, решить или хотя бы видеть, каким образом, из какого лабиринта будете выходить и как. И даже если долго у вас не решался вопрос, вот с кем, с чем, да, по финансам, может быть и через работу. Тогда через работу, вы знаете, тут может быть как какая-то протекция. Возможно, это вы сами. Иногда, да, вот эта карта, ведь мы говорим, интуиция. Тогда вот слушайте свою интуицию. Тут может быть такой внутренний инсайт, а не попробовать ли мне найти работу. Ну, вот не буквально в тех, может быть, организациях, где я искал или искала прежде, а что-то рядом, но несколько отлично от первоначального плана. И вы ее точно найдете. О чем речь? Карта победителя. Вот на все то, что касается важных договоренностей, подписания документов, решения финансовых вопросов, вы победитель. А что же будет дальше? Какое продолжение следует на июнь, к чему приготовиться? А вот и приготовьтесь к тому, что победу придется сохранять. И как только вы решите, как будто, да, вот как словно из этой темной комнаты хватит решимости встать и выйти, мои дорогие, шанс новый. Новое известие. Когда вы себя поблагодарите, что вовремя сориентировались, вовремя приняли какое-то Соломоново решение. Я такое не исключаю, потому что, вот представьте, сидел человек вот в такой мрачной комнате, и вдруг, резко, следующая карта – выход из лабиринта. Именно решимость. Сначала решение, безусловно, внутренняя такая организация, потом решимость и действие.
Потому что по этой карте идет действие, идут точнее. И это как совершенно как с чистого листа что-то. А что это такое у вас будет продолжаться? А вы сейчас отстраиваете. Это карта марафонского забега. Я ее иногда так называю. Кстати, иногда, что будет продолжаться. Здесь может быть взаимодействие с каким-то человеком, который вам принесет определенные бонусы. Когда эта карта выпадает, по крайней мере в моих раскладах, мои дорогие, если вы ищете человека, который вам поможет, может быть, решить вопрос, который касается вот как раз финансов. Или совершить какой-то важный платеж, может быть, необходимый, там четкие даты, да, к примеру, то тогда в вашем окружении есть тот человек, который пусть на срок какой-то, но вас может выручить, субсидировать этими деньгами. Или вам нужно подписать какой-то документ, тогда у вас есть человек, который будет вас, может быть, поддерживать как минимум дельным советом. То есть это не есть советы посторонних, это не советы как в пустоту, в пространство, а это именно что-то по делу, с толком, с чувством, с расстановкой. Потому что это самый медленный рыцарь, да, мы говорим марафонский забег, но тут какая-то совершенно, посмотрите, как с чистого листа для вас совершенно новая траектория, совершенно иное, даже хочется сказать, качество жизни, что будет меняться в ближайшее время. Ну вот, видимо, удерживать вам что-то придется. Победа, но мало достичь, да, вот этой планки. Взять высоту, как в спорте говорят. А ты попробуй эту высоту еще раз как будто прыгни. Удерживать, да. Вот что-то подобное, к этому приготовьтесь. Кстати, вы можете приготовиться, что, к примеру, вы какой-то вопрос решили, допустим, да, и вы будете чувствовать себя на таком эмоциональном подъеме. А вот потом может последовать пауза. Будьте к ней тоже готовы. Что будет меняться? В какой сфере жизни произойдут перемены? Где-то, может быть, карта и говорит, у тебя в финансах будет меняться. Но не так быстро карта будет вторить всему тому, что я сказала. И выбор какой-то. Может быть, и вы выбираете. Опять же, посмотрите, у нас повторяются два старших аркана. Поэтому как первая карта влюбленная, старший аркан, и вот она снова повторяется, поэтому выбор какой-то не заканчивается. Это только первая какая-то ступень. И иногда по аркану Иерофант, это, я уже сказала, как лестница иерархии, да? Ну, имеется в виду лестница, значит ступенька за ступенькой. И вот нам придется на одну ступеньку поднялись, отдышались, отсмотрелись. Это не значит, что мы остановились и так раскисли, да? Нет, это мы где-то вот именно как передохнуть, короткая передышка. Осмотрелись, может быть, оценили обстановку вокруг или что говорят люди, и мы идем. Не берем сразу реваншем, вот, да, вот эту лестницу или, ну, как наподобие скалы, пытаемся до вершины добраться. Нет, тут постепенное, поступательное движение, но все время вперед. И где-то, может быть, на каждой ступени у вас будет выбор. Приготовьтесь. Тут долгий какой-то, знаете, как срок перемен и выбора, который идет в растяжку. Но не будет здесь, с одной стороны, синкопы, да, когда вот с ног на голову все в один момент переворачивается. Но и паузу, тут самое главное, себя как бы не поставить на паузу. Вот тут в чем загвоздка, потому что, да, как будто мы сразу можем соскользнуть вот обратно вот в эту карту, понимаете? Вот, может быть, выбор-то у вас и будет стоять между действием и бездействием. Так что же тут будет меняться? Но какая-то история вами может быть пересмотрена даже по отношениям, пусть отношения по работе, у кого-то в личной жизни. Это, знаете, тот период, когда к нам могут возвращаться экс-бывшие или возвращаются какие-то прежние темы с новой силой или с новыми возможностями. Опять же, карта выбора. Делайте выбор душой, сердцем, но не останавливайтесь. Шикарно. Карта критического мышления означает еще и солнце в Деве, но... Смотрите, дева прекрасная. Кстати, энергетика, как у мага. Поэтому точно у кого-то маг и сила. Часто мы называем карта женской силой. Ну, а маг – это больше все-таки мужские энергии. Тут может быть какая-то очень сложная история любви, взаимоотношений. И именно по личной жизни. Когда, ну, так все запутано. И в то же время это, знаете, такой философский вопрос. Единство и борьба.
противоположностей. Извечный философский, когда и расстаться невозможно, и вместе достаточно сложно. Тогда приготовьтесь на долгий период времени. Вам все-таки, видимо, как по судьбе придется пройти какую-то стезю, может быть, общение с каким-то человеком, которое вам придется выстраивать совершенно по-другому. Я могу сказать, что вы в этом будете видеть свои для себя плюсы или будете видеть, зачем вам это нужно. Свой интерес. Поэтому дипломатия, вот знаете, она как побеждает все противоположности. Вам приносит определенную какую-то выгоду, мне хочется сказать так. Поэтому дипломатию употребляем на пользу самим себе. Вот так вот как-то, мои дорогие весы. И эмоции держим. На коротком поводке, как это дело, держит на короткой цепочке вот этого льва. Лев – прообраз нашего эго. Итак, в личной жизни что ждет моих дорогих любимых весов? Видимо, какое-то сомнение, карта искаженного восприятия. Это нам всегда кажется, да? Глаза завязаны, мы не видим. Вот я говорила по аркану Иерофант. Не надо пытаться одним махом решить все проблемы. Здесь нужно постепенно, но и не останавливаться. И для начала мы как будто повязку с глаз должны снять. Здесь что-то мы могли воспринимать несколько однобоко. Девушка смотрит вглубь себя. Она не видит, что происходит. И вот эта темная карта, да, все то, что обрисовано вокруг нее, это ей кажется. Она этого не видит. В действительности реальная картина другая, точно. Там, где вам казался типа мрак, тут у вас какая-то новая возможность. Или вы получаете известие. Возможно, вы получаете, смотрите, король мечей. Но это тоже очень рациональный человек, хотя это ваша карта. Возможно, и вам себя перестроить придется где-то в личной жизни. Выборы есть, мы уже об этом говорили. Как будто вот с чистого листа. Возможно, какая-то история будет возобновлена даже с теми людьми, кого вы знаете. У кого-то это может быть история, связана с детьми. Для кого это актуально, у кого есть дети, может быть, даже взрослые дети. А у кого-то это будет касаться, может быть, новый проект, новая форма заработков, может быть, даже на дому, говорим, личная жизнь. Но что это еще? Для кого-то это может быть, опять же, оформление документов. Иногда это идут юристы, адвокаты. Может быть, вам придется договариваться с каким-то человеком. Но посмотрите, туз кубков, карта радости, карта счастья. Вот я говорила, не бегите стремглав, да, поступательное движение. И это колода Чиро Маркетти, он изобразил лучезарную дельту как глаз, символ того, что вы должны что-то предвидеть на несколько шагов вперед. Не только сейчас, но и вот на последующий период. Аналитика. Нам это нужно или нет? А если нужно, то имеет ли это перспективу? Перспективу не умеет? Окей, тогда до свидания. Вот как-то так. Тут вот эта аналитика, и в принципе ведь это эксперт и практик тоже. Поэтому прекрасная карта, которая говорит, неважно, какая фаза Луны. Вот это к делу не относится. Для тебя сейчас, да, вдохновиться или люди, которые тебя вдохновляют, это очень важно. Не те, которые нас разрушают или что-то нам там нудно говорят, делай так, не делай этак, дают какие-то советы бестолковые. Нет, это кто нас именно каким-то побудительным мотивом, таким добрым, искренним, может ли способен вдохновить. Потому что через край, как вот эта божественная амброзия. Мои дорогие, рыбы золотые. А рыбы – это два момента. Путешествия или какие-то перемещения, переезды. Тут у каждого по-своему. Плюс-минус, у кого-то ближе, у кого-то дальше. Но самое главное – деньги. Поэтому тут вот есть именно, может быть, тема переезда, поездки. Может быть, решиться на что-то. Решиться, когда вы хотя бы начнете что-то узнавать. Перекладывать вот на свою мечту то, что вы хотите осуществить, и реальную обстановку. Что я могу сделать сейчас? Может быть, и придется кому-то пройти по инстанциям, чтобы понимать лучше, больше, какие ресурсы в моих руках. Ресурсы определенно есть. Тут задача их увидеть. Самому себе как будто не сказать «нет». Приношу извинения, вынуждена была прервать видео. Итак, мои дорогие, продолжаем. Что ждет финансов моих дорогих любимых весов? Заслуженный успех. Я вот сегодня в видео говорила об этом много раз.
что это не будет быстро, да. И карта заслуженного успеха – это когда мы первые шаги, когда нам требуется мужество, именно отплыть от какого-то, ну, как выжженная пустыня, безжизненный берег. Не случайно эта карта будет говорить о том, что вот именно решиться на что-то, да, понимание того, что вот как прежде было раньше, так оно не будет. А может быть, мои дорогие, для вас это неинтересно. И ведь здесь, если мы говорим на деньги, это прогресс. Я тоже, опять же, об этом говорила. И вот на деньги это не... Хотя нам тут уже сказали не раз, что деньги есть в принципе, и деньги будут. Но совершенно иная конфигурация или совершенно другая, может быть, система заработков. Здесь явно есть какая-то возможность улучшения. Что еще давайте на деньги? Ну вот нам тут и пара выпала, вот у кого-то могут быть, знаете, как по Венере. Это когда и любовь, и благополучие, и личная жизнь, и финансы объединяются. Как в один узор вам надо будет сложить. Король мечей, королева мечей. И уже даже не будем брать астрологически, кто к каким знаком зодиака относится. Вот посмотрите, когда мечи – это интеллект, и это холодная голова, это не про эмоции. Вот вам, видимо, придется июнь месяц себя настроить именно такие рациональные решения на то, что уже ждать, вот, что, может быть, какая-то ситуация вот с точностью до какого-то там процента повторится, как когда-то было раньше. Вы отстраиваете свое благополучие совершенно по-новому. И финансовое благополучие в том числе. Ведь эта карта в прообразе, это как Юдивь, да, и, как известно, отказалась, так отказалась, отрезала, так отрезала. Но ведь, понимаете, видимо, так вот стечение обстоятельств или тот жизненный уже этап, который вами пройден, он действительно сам стремится к завершению. Вот как было прежде, либо что-то не работает, либо вам уже не интересно. Может быть, и поменялось что-то у людей, с кем вы взаимодействуете. Проходят перемены, касаемые вашей работы, или откуда к вам приходят деньги. Здесь не обойтись ради финансового благополучия без серьезных каких-то решений. Ну, в первую очередь, от чего мы отказываемся, да, только что я говорила. Здесь может быть как и сожаление, да, по пятерке кубков это всегда есть такие еще сложные эмоции, когда, возможно, это было связано, к примеру, если мы говорим, опять же, на деньги, да, откуда к нам приходят деньги. Может быть, и по работе были ситуации, когда работу вы сделали, а бонусы получил кто-то другой. Может быть, это еще и как трата денег, ваши вложения, или кому вы помогали, а в ответ мы получили какую-то черную неблагодарность. Вот вам и такие вопросы, мои дорогие весы, будем реалистами. Раз эта карта выпадает, значит, она уже призывает быть внимательному. Видимо, пересмотреть статьи не только доходов, но и расходов. Вот правда, помни, кому помогаешь. И Хирон у нас сейчас в Овне. Символ израненного целителя. Это мы проходим все, но каждый знак зодиака по-своему действует. Но это какой-то всегда заезженный сценарий, из которого мы должны выйти. Две карты достала. Вот смотрите, ну как получилось. Значит, так и надо было, да? Четверка кубков, опять же. Вот на кону, вот, знаете, какая-то заноза, как апатия, как депрессия. Может быть, и, как, знаете, ничто в руки не идет. И руки никуда, ни к чему не могут, ну, как бы не стремятся, чтобы быть приложенными. Но бывает такое эмоциональное выгорание. Вот, наверное, это основной момент преодоления. Вот, может быть, для этого и требуется мужество. Основная задача – выйти из тупика. А тупик ведь в чем? Когда словно у нас закончились силы, закончилось вдохновение, закончилось словно... Ну, может быть, и даже какой-то радостный период жизни, о котором мы вспоминаем, а он был давным-давно. Но это к делу не относится. У вас сейчас, вот как рационализм, посмотрите, вам сейчас фортуна помогает. Фортуна на вашей стороне. Но ведь эта карта, вот как раз переход между прошлым и будущим, выход из этого лабиринта и означает много железа, пока горячо. Потому что это момент его Величества случай. В июне, как аура вокруг вас, она складывает для вас более добрые сюжеты.
когда и договориться легче, или когда стечение обстоятельств, или когда у людей там пусть что-то меняется тоже, все до кучи, и правда тут может что-то перемешаться, ну, значит, быстрее что-то и разберется, потому что сейчас фортуна на вашей стороне. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте. Кстати, у меня давно опубликован гороскоп на июнь. Прочитайте, подсказок будет больше. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.